Всем доброго времени. Это канал Радов Одесса. Здесь мы все ремонтируем своими руками. Продолжаю починку Мазды. Не забывайте подписываться. Будет много полезного. Вот сейчас по машине. Ну и по ремонтам вообще не только. В общем, в этом видео расскажу, как поменять вставку вот эту опоры двигателя. Ну, коробки передач, двигателя, неважно. Любые такие вот опоры. Вот, меняются. То есть продаются, можно найти целиком такие, но это дорого. Дешевле взять такую штуку и поменять. Вот, обычно для таких целей используют пресс, которым выдавливают эту штуку. Вот, у меня такой истории нет, проставок нет. В общем, в этом видео покажу, как примитивным инструментом, молотками, зубилами, в общем, всякой фигней, что есть под рукой, заменить вот эту вот историю. Первое, что я делаю, ну, что нужно, это, естественно, выбить эту старую историю. Вот, она еще нормальная. Вот, но здесь уже трещины, я делаю мотор, поэтому меняю ее уже, чтобы, ну, все резинки, в общем, меняю на двигателе, чтобы все было чики-пуки. Значит, что нужно сделать, чтобы ее снять? Беру ножовочное полотно, у меня еще есть надфиля, не знаю, чем сейчас будет получаться. Вот, и начинаю пропиливать. Здесь вот как бы резиночка идет, а дальше где-то миллиметровая пластина металла. То есть, что нужно сделать, это вот эту вот пластину металла пропилить до основного крепления, короче говоря, чтобы можно было ее потом вытащить. И что нужно знать, пилите вот сюда, то есть в сторону, там где сварочный шов. С этой стороны по наружке, чтобы не ослаблять, если вдруг пропилите чуть глубже, не пилите. Итак, зажимаем в тиски, начинаем пилить. Обычно пользуюсь электрическим лобзиком. Вот, но сейчас ничего под рукой нет, даже ножовки нет. Вот приходится таким полотном повозиться. Время есть, все на работе. Вот, на объекте. Поэтому пилим полотном. Мы не ищем легких путей. После того, как пропилили, я вот даже не до конца пропилил. Вот, сейчас попробую выбить, если не получится, допилю еще. После этого смотрите, как она стоит, ваша новая, ну, старая. То есть у меня вот один край больше. В общем, смотрите, чтобы была так же самая, как и старая. Вот, после этого отметьте место, чтобы вы не перепутали, как ее устанавливать. Я вот здесь сделал нарезик, вот, и он у меня будет вот здесь соответствовать. То есть вот, там, где я пилю, как раз вот на то же место я его вот так и поставлю. Отвертку, зубило, что есть под рукой, вот, и вставляю рядом с тем местом, вот так, где я пропилил. И попробую ее выбить, забить вовнутрь, чтобы она сломалась. Вот, как видите, уже начала поддаваться. И то есть дальше надо просто пройти насквозь, вот, чтобы загнуть ее вовнутрь как бы немного. Она уже сразу начала вылазить. Оп, все, старую достали. Вот она. Вот так этот шовчик, видите, выглядит. Вот, в принципе, ничего сложного. Только аккуратно, чтобы не повредить саму крепежку. Выбили вот старую. Берем просто наждачку и вычищаем всю старую муть оттуда. Подготовил такую фиговину, сейчас забивать буду. Тут все вычистил. Теперь беру наждачку и на самой новой этой истории вот так еще пробегаюсь. Как бы если есть заусенцы, где-то может какие-то, вот, чтобы их убрать, чтобы оно легко проходило. После того, как почистили здесь, все вытираем хорошо. Вот эту фиговину. И намазываем, в принципе, любым маслом. Здесь и внутри
самой этой истории. Сильно там прям мазать не надо, так, чтобы все прошло. Вот. Все, теперь ставим, как мы ее подготовили. Ну, я, конечно, говорил, надо запомнить, поставить все меточки, вот, где она у вас будет. И начинаем потихонечку забивать ее. Если есть какая-то широкая проставка, можете ее использовать, но у меня нету. Я буду так вот. Когда уже краешек вылазит, нужно какую-то проставку. Все, как видите, сама эта история полностью поменена. Все готово. Красочка подсыхает. Вот. С этой стороны, с этой стороны. Все как новенькое. Сейчас высохнет. Ну, красить это так, по желанию. Вот старая. Вся процедура занимает, ну, где-то 30-40 минут с перерывами на кофе. Вот. А так, такую историю целиком в сборе я видел, по-моему, 2500 гривен или около 3000. А это отдельно стоит 900 гривен. Вот. То есть, в принципе, экономия весомая, возиться не так уж долго. Так что ремонтируйте машины вместе со мной. Дальше будет сборка двигателя. Есть видео, как ходовые делал. Там по Mazda 626 все будет, в общем. Буду собирать ее целиком. Всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал.